Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи прямо сейчас, эксперт из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Тревожно, Юрий. Иран, в общем-то, не собирается уступать, Трамп не собирается отползать. Все только и, как бы краше и больше, ярче выглядит. Да, самолеты попадали, пилотов ищут. Ну, одного, правда, нашли, второго ищут. Награду там объявили, говорят, что захватили. Америка продолжает это все дело, скажем так, расследовать, искать. И это вот только один штрих к этой общей картине. Трампа шатает из стороны в сторону, то он не нужен ему Ормузский пролив, то говорит нужен. Иран предлагает всему миру, а давайте в евро и юанях ходить через наш пролив. Нефтедоллар тогда, собственно, сворачивается. Все понимают, потому что это все-таки территория стран Персидского залива. И перспективы, кажется, урегулирования, какого-то вменяемо быстрого, нет. Но есть там один пункт в Америке, что нужно 26 дней, еще 25 повоевать Трампу, а дальше надо Конгресс, собственно, уведомить, тот должен проголосовать и подтвердить, поэтому, судя по всему, этого не будет, народ не шибко хочет этой войны, поэтому, в общем, запустили на Луну миссию, как-то перебивают эту всю историю. И, судя по всему, через 25 дней Трампу придется отползать. Ну так а что тогда дальше произойдет с этой ситуацией на Ближнем Востоке? И если правы те, кто говорит, и вы в прошлый раз тоже говорили, что нужно срочно бежать, проваливать оттуда, то к чему тогда приведет вот этот месяц, полтора, два боевых действий и такого сопротивления? Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что Трамп уже сделал стратегическую ошибку. Он вскрыл этот сундучок Пандоры. И теперь у него нет никакого хорошего варианта, потому что, конечно, самый лучший из плохих вариантов – это отползать. Но вы понимаете, что это будет считаться таким репутационным ударом по мощи США и лично по имиджу Трампа, что это приведет его к огромному поражению в ноябре. Не какие-то будут небольшие процентики там разницы, как у них всегда было между республиканцами и демократами, а разница может превысить и 15-20% между этими двумя полюсами. Поэтому, к сожалению, израильское лобби, которое полностью сейчас перехватило повестку и управляет Трампом, оно его втянуло в блуд, в авантюру, из которой нет хорошего выхода, но выходить-то надо. И Трамп сейчас колеблется, потому что все его мирные заявления напоминают действия политического шулера. Это примерно как в Беларуси. Проводим переговоры, а вот вчера взяли и ликвидировали каналы государственных СМИ, государственного телевидения, которые собирали десятки миллионов просмотров в месяц. Поэтому Трамп это политический шулер. Он сейчас говорит, что я объявлю победу, я отдам Ормузский пролив под контроль тому, кому это надо. Но силы-то прибывают, силы-то концентрируются. Для чего? Спрашивается. Для попытки проведения этой наземной авантюры. То есть сейчас очень важно мнение и Хексета. Явно мы видим, что Хексет проводит чистку генералитета. То есть то, что он проводит, это факт, мы это видим. Но явно потому, что генералитет выступает против проведения этой операции, к слову, которую не одобряет и 2/3 американцев. И в этой связи, конечно, еще раз подчеркну в третий раз, что самый лучший вариант, и о нем, кстати, вчера сказал и президент Лукашенко, выступая на открытии новой поликлиники в городе Минске, поликлиники будущего. Он сказал, надо, чтобы Дональд оставил Израиль с Ираном наедине. Это лучший вариант, пусть повоюют. Чего они прикрываются мощью США?
Вот. И я как бы склоняюсь к этому варианту с точки зрения, конечно, сохранения гражданского мира в Америке. Потому что то, что мы будем наблюдать после ноября, будет напоминать известную сцену, значит, из известного фильма «Место встречи изменить нельзя». Да? Мы тебя, Володенька, по кускам резать будем. Вот это начнется в ноябре. Мы тебя, Юрий, Дональд. а это не будет репутационным ударом? Конечно, будет репутационным ударом, но понимаете, имея воздействие, влияние на СМИ и имея еще несколько месяцев запасов, ну, Артемида может сделать пару кругов еще, да? Значит, на Марс можем что-нибудь послать, Венеру поближе телескопом разглядеть. И это может все замылиться, вот этот репутационный удар. Но в любом случае, конечно, инфраструктура и вообще геополитическая, точнее, структура Ближнего Востока изменится на долгие-долгие годы. Это была очень серьезная ошибка Дональда. К сожалению, он на нее пошел. Но понимаете, он же не совсем уж дурак, простите. Он пошел в том числе на это. Один из аргументов было взятие под контроль потоков нефти, потому что надо что-то делать с госдолгом США и с проживанием США и граждан США на широкую ногу за счет других стран. Мы говорили в прошлый раз, что совокупный госдолг США превысил 39 триллионов. Я там, кстати, оговорился, меня правильно пользователи поправили у вас. Очень хорошие, толковые комментаторы, я всегда к ним прислушиваюсь, что я оговорился, сказал, что это внешний долг. Ну, конечно, это не внешний долг, он и внешний, и внутренний, и, к слову, на внешний госдолг приходится всего-то 30%, но эта цифра 39 триллионов. По прогнозу Bank of America в 2033 году она станет 50 триллионов. Значит, чтобы поддерживать высокий уровень жизни американцев, каждый, к слову, из которых уже должен 115 тысяч долларов долгов, каждый, включая стариков и младенцев, им надо, американскому правительству, чтобы кто-то покупал их государственные облигации. Вот поэтому они развязывают войны, потому что эта схема классически работала так. Нефть дорожает, персидские монархии богатеют, и согласно секретному пакту между Киссинджером и королем Саудовской Аравии в 1973 году, монархии вкладывают эти деньги в госдолг США, так называемый treasuries. Но тут американская команда мечты, где там зашитые алкоголики, наркоманы, которые нюхали наркотики с унитазной крышки. Я извиняюсь, это они сами все рассказывали. Да? Сами все рассказывали. Кеннеди, Хексет и так далее. Так вот, они не просчитали последствия. В результате-то войну они развязали, но они не рассчитывали на такую технологическую, скажем так, технологический военный отпор Ирана. В результате этого отпора разрушена инфраструктура нефтегазовой на Ближнем Востоке. Вот сегодня я прочитал газовый комплекс Хабшан в УАЭ, дорогущий там за 500 миллиардов долларов горит. И, соответственно, чтобы его восстановить, персидским монархиям надо эти трежеры, казначейские облигации, наоборот продавать, изымать деньги из госдолга США. А это ускорится возможный дефолт или коллапс американской экономики. Вот какая картина мира получается. Поэтому, конечно, Дональд полез туда, потому что ему сказали, что это будет так же, как с Мадуро. Вот. Но, тем не менее, как говорят у вас, маему шумаему, ему надо выходить, выходить ему не хочется, но придется, придется. В противном случае, значит, американская экономика просто не выдержит этой войны, просто не выдержит. И страны Персидского залива, которые могут за 1, 2, 3 дня превратиться в безжизненную пустыню. Например, если у них взорвать все опреснительные заводы. Вот такая ситуация, к которой мы подходим. А уж поверьте, репутационные риски, если выйти сейчас, еще на стадии, когда значит, погибших американских военнослужащих всего лишь 2 десятка,
то Артемидами, Луной, Марсом и Маском можно заболтать эту тему до ноября. Тем более впереди 250-летие создания США, понимаете? Но если ты останешься, если ты пойдешь на авантюру по этому острову Харк и побережью, ну что, нефть 220, нефть 220, и продолжаем тогда наблюдать за развалом и коллапсом мировой экономики. Э, Очень интересно сейчас выглядят параллели между событиями в Украине и на Ближнем Востоке. С одной стороны, видят все, и мы неоднократно и с вами говорили, и многие там утверждают, что совершенно другие подходы, да, другой механизм. Хотя вроде как, так вот на первый взгляд смотришь, и по идее война такая же. Ну, условно, вот в Тольятти прошлой ночью прилетело по 2 химическим заводам. То есть бьют по заводам, бьют по инфраструктуре, бьют по мощностям. Трамп тоже бьет по мостам, по заводам, по, скажем так, инфраструктуре. То есть Иран тоже бьет. То есть это как бы война не про народ в чистом виде, имеется в виду, вот такие проклятые иранцы или вот такие проклятые там русские, украинцы, давайте убивать только потому, что они русские украинцы. Нет, пропаганда, конечно, в Украине подводит к этому, да, что есть там русские, есть не русские, но тут как бы исключительно, если посмотреть силы и средства и цели применения, понятно, и отмести в сторону немножко военную составляющую, ну, когда, например, там самолет какой-то поразили, или упал в Крыму, или как в Саудовской Аравии там дорогущие разбомбили, или там подбили истребитель, или там еще что-то в этом духе. А вот именно война в плане инфраструктурной, то получается очень похожая картина. То есть Украина говорит, мы будем уничтожать производственные мощности. Россия, похоже, там уже уничтожила. Даже вот вчера прилетело, кроме прочего, много было целей по Обуховскому заводу, который бумагу знаменитую на всю Украину делает, обуховскую туалетную, не деловую, да, и говорят, вот будут перебои, пользуйтесь другими. То есть мы понимаем склады, понимаем вот эти объекты, но все-таки видно, что здесь как бы СВО, а в Иране, ну, по отношению, там, Иран, например, это воспринимает как войну, причем такую круговую. Как вы оцениваете вероятности, да, на фоне вот этого сравнения движения к завершению войны в Украине или СВО в Украине? Потому что, ну, давайте честно, как бы, многие навоевались. Есть те, которые, конечно, еще хотят продолжать воевать, еще не все заработали, но по большому-то счету всем уже становится плюс-минус все понятно. От урона уже не оправиться, и это должно, с одной стороны, толкать к каким-то договоренностям, но получается, что наоборот толкает от договоренностей. Зеленский выходит, говорит, у нас на фронте как никогда хорошо, 10 месяцев так хорошо не было на фронте. Да и вообще, вот смотрите, сколько мы убиваем россиян, все идет по плану, по намеченному. Россия бьет дронами, атакует инфраструктуру, понятно, залетает в дома, залетает по гражданским, потому что там то отклонили, то не попали, то еще что-то. И кажется, что этому нет конца и края, и всех все устраивает. Но к какой же-то логической точке все должно прийти? Ведь когда мы говорим про Иран, надо отползать. В Украине точно так же весной 4 года назад тоже надо было вот это постреляли, повоевали, зашли, вышли, и надо отползать, но никто не отполз. Здесь мы уходим в такую тонкую область анализа действий военно-политического руководства Российской Федерации и Украины. Но если по украинскому руководству все понятно, значит, не только я, но многие эксперты у вас постоянно в эфире говорят, что срок политической жизни, а может не только политической, Зеленского зависит от продолжения войны. То есть ему в случае мирного времени и подписания соглашения какого-то, ему не простят все, что он сделал украинскому народу. Причем сам украинский народ. Он это прекрасно понимает. Поэтому его жизнь – это его война. Это должно быть как можно дольше затянуто. Что касается политического руководства, ну, у меня есть Россия, у меня есть определенное непонимание
Мы видим, как, несмотря на Устав ООН, международное право, Женевские конвенции, воюет коалиция Эпштейна в Иране. До этого мы видели, как воевал отдельно Израиль в Газе. Конечно, мы ни в коем случае не призываем к таким методам касаемо гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Ну, например, в Иране уже поражено более 100 тысяч зданий гражданских. Но методы, которыми коалиция Эпштейна устраняет руководство и верхушку своих противников, они очень эффективны. И эти методы в случае именно Украины, не там, где значит, есть определенные религиозные мотивы, нарративы, где умереть и оказаться в раю с гуриями, это приветствуется с малых лет. А именно где, значит, нарратив немножко другой, широкая, заможная, веселая жизнь, да, значит, вот на этой территории можно и нужно использовать такие методы. Я немножко так по-горбачевски попытался, да, этот вопрос и разъяснить. Ну, короче говоря, по-русски говоря, надо резать головы нацистам и тем людям, которые являются проводниками войны. Российское руководство это делать не хочет. Причем, когда мы послушали последние заявления Матвиенко, Нарышкина, Картополова, ну, я представляю, что делается в головах у простого русского человека, если мы даже в Беларуси здесь взялись за голову и в шоке слушали, что они говорили. Ну, например, Картополов говорит. Ему говорят, так вы же говорили года два уже, что Зеленский нелегитимный. И что ему, кто руку подаст, вот зампред Совета Безопасности Медведев писал, кто этому, говорит, выродку руку подаст, тот будет проклянет истории. Ну, примерно такое, да, было выражение. Так а почему вы не хотите, ну, значит, нейтрализовать его? И Картополов говорит, да, он нелегитимный, но, знаете, как выкрутился? Но нужен же какой-то человек, который организует подписание документов с легитимными органами. Это что, Зеленский будет заставлять Стефанчука, которого Россия признает, подписать документы? Или что это? Или это желание так поцеловать зад, что ты говоришь, что белое это черное, а черное это белое? А чей зад, Юрий? Ну, наверное, зад того, кто Картополову платит, простите, зарплату. Та же история и Матвиенко. Ну, мы ж не можем воевать, как в Израиле и как в Иране. Вы что? А подождите, вы что, хотите еще миллион русских людей положить? А как вы хотите воевать? В общем, честно говоря, с таким подходом война может длиться бесконечно долго. Кредит на кредите. Венгрия заблокировала, Венгрия разблокировала. Дали 4 миллиарда в обход Венгрии. Дадут еще 8, напечатают. 50 стран почти входят в коалицию, не почти, а больше 50 стран в коалицию Рамштайна. И истощать Россию можно максимально долго. Уже сейчас Россия тратит вообще военный бюджет 460 миллионов долларов в день, военный бюджет. Ну, 13,5 триллионов российских рублей, запланированных на расходы по обороне на 26 год. Но чисто СВО от 200 до 250 миллионов долларов в день обходится. Четверть миллиарда. Такая же ситуация в Украине. Украины. Но вопрос, что им напечатают эти деньги. У них станок там в Брюсселе. Они будут печатать, давать, а потом еще и спишут в обмен на оставшиеся земли или редкоземельные металлы. А вот нам с Россией, к сожалению, никто не спишет ничего. Поэтому, значит, самое главное, что войну надо завершать, это аксиома. Только вот на каких условиях?
на условиях Картополова, Матвиенко и Нарышкина или на условиях национальных интересов России. И вот, к сожалению, здесь мы наблюдаем то, что невозможно никак не объяснить никакими хитрыми планами, договоренностями, потому что то, что говорят эти высшие должностные лица России, это не соответствует интересам Российской Федерации. Надо войну завершать таким образом, чтобы она не разгорелась с новой силой через некоторое время. А для этого нужен консенсус с двух сторон. Консенсуса, если такого не будет, значит надо полное доминирование одной из сторон. Потому что если мы оставим у власти этого же самого Зеленского, которого они вдруг уже считают легитимным, и к которому уже обращаются слезливо. Это, ну, просто у меня уши вяли, как Ушаков рассказывал. Ну вот, он же может вывести войска из Донбасса за 2 месяца. Ну как же так? Ну подумай. Вы вообще с кем разговариваете? Это наркоман, упоротый нацист. Он понимает только и нацист, и нарцисс. Нарцисс-нацист. Он понимает только язык силы. Он сейчас является главным препятствием к миру. И его нейтрализация политическая и прочая иная помогла бы сохранить жизни русских людей по обе стороны. И русских, и украинцев. Вот, поэтому с таким подходом, который, это резюмирую, который мы озвучили, услышали на этой неделе, с одной стороны, воинственный, бесконечно воинственный подход Зеленского, и с другой, беззубый, челюстно-вставной подход российского руководства, ну, я думаю, ребята, уже мы планируем, наверное, даже до 2030 года заниматься вот этими делами, этой тягомотиной. Вот мне так почему-то кажется. М, Вот вы говорите язык силы. Тут все обсуждают публикацию Сладкова, военкора российского. Он говорит, так может дело не в том, что там мы вот такие все в белом, благородные, как там Матвиенко говорит, да, или как там Картополов выкручивается, а может потому, что мы не можем, ну, подступать так, как Соединенные Штаты и Израиль по отношению к руководству, любому теперь, я подчеркиваю, любому руководству Ирана, потому что там же у них есть там 2 ветви, ну это мы обсуждали как-то, 2 ветви, одна светская, другая духовная, они вот выбивают, отщелкивают все. Один там министр иностранных дел еще, как бы, и Пезешкиан, ну потому что Так они... Дональд же, Александр, сказал, я буду всех убивать, пока Да, не подпишете. Ну, все. просто не, ну, не могут, говорит Сладков, россияне этого сделать. Не могут. Нет у нас возможности. Поэтому, собственно, все происходит так, как происходит. Поэтому язык силы получается. Я просто делаю, может, опрометчиво, да, может, там понятно, что Сладков не это имел в виду, но если следующий мыслительный шаг сделать, то, значит, если сила не поможет, ну, значит, надо как-то договариваться, значит, надо что-то где-то кому-то уступать, значит, надо немножко сворачиваться и самим отползать. Так, понимаете, у вас в рассуждениях логика здравого человека. Если ты, есть такая пословица, взял мяч, фигяч. Она, правда, немножко, нецензурно звучит, но примерно так. Если у тебя сил нет, и ты видишь, что 200-250 миллионов долларов уходят в пустоту на снаряды и высокие зарплаты, значит, меняй стратегию. Все абсолютно правильно. Только надо было думать, прежде чем начинать вот эту войну. А если ты говоришь, что это война экзистенциальная, а это они, это ж не я говорю. Это ж все 5 лет, уже 5-й год мы слышали с экрана телевизора. Так же, как и слышали, что Зеленский нелегитимный, к которому они сейчас один за другим обращаются. Конечно, Зеленский расцвел, как подснежник и ландыш, понимаете, на солнышке. Так вот, я разговаривал с представителями Генерального штаба, в том числе Российской Федерации, не руководителями, скажем так, техническими сотрудниками. Все силы и средства для обезглавливания украинского режима у России имеются. Значит, у нас что, нет средств
Для поражения мостов через Днепр? Ну есть же, очевидно. У нас что, нету средств для поражения туннеля во Львове? У нас что, нет агентуры на территории Украины? У нас что, мы не можем дать по рукам прибалтам, которые организовывают и сопровождают запуск и налет беспилотников? У нас что, нету средств, чтобы в ответ на захват танкера разбомбить к ядрене фени шведский порт? В ответ на захват, значит, танкера шведской военизированной охраной. У нас все эти средства есть. У нас яиц, простите, нет. У нас нет политической воли. У нас ставная челюсть, понимаете? Это напоминает брежневские времена. Ведь Леонид Ильич Брежнев один из самых лучших был руководителей. Но вот последние годы, когда ему надо было уходить, значит, он впал уже в целование, в награждение, да, бесконечное, в засосы. Вот. И, конечно, немножко смазал эффект от того очень сытого и хорошего времени. Кстати, и нефтедоллары тоже тогда Советский Союз вышел на первое место по экспорту нефти и полировал саудитов все 70-е годы. Поэтому все средства поражения технического и обезглавливания у нас есть. Я соглашусь, возможно, сложно очень добраться до Зеленского, но до человека по фамилии русской Федоров, нациста, который угрожает убийством и хвалится 50 тысяч русских, значит, людей в месяц, и вы с такими бюджетами в Ясенево, на Лубянке, в Кремле, вы не можете ничего сделать с Федоровым? Но это смешно даже слушать. Значит, есть какой-то другой вариант. Значит, есть какой-то договорничок, как говорят в народе. Ну, раз есть у вас договорничок, вы правильно, Александр, сказали, ну так давайте и сворачивайте всю эту халабуду, понимаете? Вы либо воюете, либо не воюете. Но вот это вот прохождение и вот такими темпами, значит, держание фронта, оно ни к чему хорошему не приведет, потому что против Российской Федерации и Беларуси, скажем так, 50 стран Рамштайна, а скоро еще и Эпштейна присоединятся, а может они и все вместе. Понимаете, они все равно, значит, с точки зрения финансовой нас истощат. Ну, смотрите, Истощат. тут какой момент? Все же видят, как НАТО трещит по швам. Все же видят, как Трамп, ну вот там, такого кризиса давно не было. Да? Макрон говорит, да елки-палки, у нас же доверие, у нас же союзничество. А нет ни доверия, ни союзничества. Выходит Кая Каллас, по-моему, да, и говорит, да елки-палки, что этот Трамп вообще несет? Во-первых, никого не уведомили, что будут бить по Ирану. Никого. А теперь хотят участия и помощи. Так а в чем помощи? Ну, в общем, игра такая на грани абсурда, но в принципе вы Медведева упоминали, он, например, не верит в то, что вообще кто-то откуда-то выйдет, и это просто исключительно вновь и только по поводу денег. Ну, чтобы платили все больше взносы, да и, собственно, и все. Но просто разыгрывается вот эта драма о том, что вот сейчас США уйдут, никуда они не денутся. Но давайте с другой стороны тогда посмотрим. Армузский пролив. Вот сегодня разведка США сообщает о том, что это надолго. Украине денег на 27 год в американском бюджете, в проекте этого бюджета нет. Нет, понятно, что там они выделяют как-то по-другому, но там вообще даже упоминания нет Украины на 27 год. Есть 18 миллиардов на какие-то другие страны. И вообще непонятно, есть ли там Украина. Судя по всему, с Америкой, в общем-то, попрощались украинские кровосиси. Помните, как Азаров говорил, которые там сидят на этих потоках. Европе тяжело. Цены на энергоносители растут вовсю, уже говорят
подождите, так а может как-то давайте отвернемся от Украины, повернемся к России, хотя бы нефть и газ будем получать по плюс-минус адекватным ценам, потому что, извините, идти на сотрудничество с Ираном, брать его предложение, мол, давайте евро платить, да, и танкеры Иран будет пропускать, так там же ж американцы пасутся, и они там, если долго будут на своих авианосцах, там непонятно, как этот конфликт, ну, в общем, кто будет бомбить эти танкеры, понимаете? То есть тут тоже уже не ясно. Ситуация доходит до такого предела маразматического. Факт остается фактом. Денег нет. Денег нет у Европы. Они не выделяют 90 миллиардов, подкидывают кости, как Урсула 80 миллионов на все на свете выделила. Вот вам 80 миллионов. Бабушка Урсула как бы дала денежку внучику Зеленскому. А тот давай всех жать внутри, говорит, давайте законы непопулярные принимайте, от МВФ получать миллиарды, казна пуста, давайте. А никто не дает денег, ну, в том виде, и как это было раньше, и вообще, в принципе, мы приходим к какому-то цугцвангу, к определенному коллапсу государственных машин. То есть все идет к обрыву. Вот эта пленочка, которая мотается, на которой там записи, все записаны, все, она обрывается без денег. Получается, что Россия тогда, наоборот, мудро терпит, да, и вот ждет, когда вот, собственно, пленку зажует окончательно. Значит, первое по поводу конфликта в НАТО. Этот конфликт носит сейчас стилистический характер. Стилистический. Были случаи в истории, когда страны-участники НАТО хлопали дверью и выходили из состава НАТО. Я вам вспомню Де-Голля. Де-Голь и Франция Де-Голля выходила из НАТО, когда Де-Голь собрал корабль с $1,5 миллиона в 1965 году и повез в Америку обменять на золото. Тогда же был золотой стандарт в рамках Бреттон-Вудских соглашений. И Де-Голь собрал $1,5 миллиарда, повез туда, к Никсону, поменять по $35 за тройскую унцию золота. Естественно, ему никто не поменял, потому что столько золотого запаса не было даже во всем мире по такому курсу. Вот. И Де-Голь устроил скандал. И в рамках этого скандала он добился того, чтобы американские войска вышли из Франции. Он даже сам вышел из НАТО. И добился даже того, что ему поменяли 3000 тонн из общего запаса Америки, 21 тысячу тонн он тогда составлял. Де-Голь поменял на вот эти грязные зеленые бумажки, как говорил Владимир Вольфович Незабвенный, он поменял 3000 тонн. То есть вот такие кризисы как бы случались. Это стилистика. И Медведев абсолютно прав, характеризуя, значит, эти расхождения. Я добавляю нашу пословицу «милые бронятся, только тешатся» в очередной раз. Никто никуда не выйдет. Во-первых, мы не забываем, что Дональду осталось 6 месяцев. Через 6 месяцев, если не будет какого-нибудь технологического, медийного, политтехнологического решения, он проигрывает вдрызг. После чего его, как Володеньку, начинают резать на куски. Вот, из фильма, да, Шарапова и Жеглова. Потому что представьте, скольких сотен тысяч он уволил, скольких он лишил кормушек, юсейдовских и других. И, конечно, они это просто так не забудут. Но и этот тезис подтверждает, вот мой тезис о очень серьезном проигрыше, подтверждают данные различных выборов, которые мы видим за последние месяцы. Да? Везде, где вотчины были республиканцев на протяжении 20, 30, 40 лет, это Техас, это Флорида, это сам регион, сам Мар-а-Лаго, регион Трампа. Везде выигрывают демократы. Соответственно, вот эта вся риторика, она связана не исключительно с личностью Дональда Трампа. Вот исключительно. С его напором, с его наглостью. Потому что он не политик, а такой, скажем так, политический рейдер, девелопер, ритейлер, фермач, коммерс. Вот. Как только этот фактор будет нейтрализован, а он будет нейтрализован, когда его заставят заниматься внутренней политикой, эти все, так сказать, натовские прихвостни, они все помирятся.
и будут продолжать дальше свои дела. Та же история по кредитам Украине. Их может, Александр и уважаемые зрители, остановить что? Только победа политических сил, которые выступают против этой войны. В Германии прежде всего, во Франции прежде всего и в Британии прежде всего. Вот в этой тройке стран. Только победа. Пока этой победы не просматривается, хотя рейтинги различных сил, которых называли маргиналами, с 5% до 25-30 выросли. Это фантастический рост. Но это не контрольный пакет. Вот когда будет контрольный пакет, тогда они могут и все эти кредиты прижать. А сейчас Европа втянулась за 4 года настолько, значит, в эту войну, что им надо будет обосновать избирателям в случае, если Россия выиграет, да, а Украина проиграет. Им конец не только политический, но и юридический. Их же потом Европа, это ж не как у нас, забыли и все. Там будут их судить, там будут их булить, там их будут хейтить, там будут предъявлять государственный ущерб. То есть для них как раз-таки эта война стала экзистенциальной. И поэтому, если мы думаем, что вот-вот, значит, все, сейчас украинский режим останется без денег, но это примерно та же история, как с дефолтами, да? Вот, там дефолт, вот завтра в дефолт будет, все, завтра. И тут ночью собирается Конгресс, допустим, увеличивает порог совокупного долга до 41 триллиона, и дефолта нет. В самый последний день, в самый последний час, в самую последнюю минуту. На карте все политическое будущее всех европейских элит. Соответственно, будущее всех финансово-промышленных корпораций, которые их поставили, финансируют и которые ими управляют. Слишком высоки ставки. Поэтому это такой же просчет, как расчет Киев за 3 дня. Точно такой просчет. Мы сейчас отсидимся, да, и, значит, победим. Ну, так всегда действительно происходило лет 20 назад. Но сейчас такое время, что ты не отсидишься, потому что у европейцев, у западного мира, у американцев, глобалистов, у них есть план. У них есть четкий план, последовательный истощение, ослабление России с последующим взятием под контроль, значит, их ресурсов путем внутренней дестабилизации. При таком подходе бесчелюстном, вот мое авторское слово прилагательное, запомним, при бесчелюстном подходе кремлевских политиков, эта внутренняя, значит, фронта, она будет очень скоро. Причем не от врагов России, навальнистов и всей этой широкой мигрантской публики. Она будет от патриотов России. Сладков, до этого был какой-то там адвокат, помните, в психушку его положили. Потом завтра будут другие военкоры. То есть это о чем говорит? О том, что расчет этих центров планирования, которые повалили наш Советский Союз, он очень верный. А эти со своими аналитическими центрами, гении московские, они не понимают, что происходит. Не понимают. Потому что Иран, вот этот случай с Ираном, он наоборот дал, открыл, развязал вам руки, да? Вообще. То есть, народ, смотрите, как говорит Дональд, я буду вообще все рушить, все, всех убивать. Я самой эталой стану. Понимаете? Вот. Это не значит, что надо копировать в отношении гражданского населения, но хотя бы в отношении верхушки и инфраструктуры, и логистики. Это нужно сделать. Мост в Затоке работает до сих пор? Работает. Нам же как говорили, мосты уничтожать это тяжело, это практически невозможно. Ну как, Израиль на кнопку нажал, моста нет у Тегерана. А у нас с нашими, значит, такими концернами, с такой техникой, с таким гиперзвуком, мы что, не можем мост уничтожить? А уже 5-й год, а мост в Затоке есть.
Это я только один из тысячи примеров привел, не касаемого стирания ни в коем случае с лица земли гражданской инфраструктуры. Люди вообще ни при чем. Люди в заложниках находятся у этого режима. 90% не поддерживают Зеленского. Это все, что там он, все его цифры, это все его ложь. Просто он взял в заложники всех. А мы ничего не можем сделать. Но не можем не потому, что, как Сладков сказал, технического, может быть, нету возможности. Ну как нет технической возможности? Мост разрушить? Это то же самое, что, понимаете, муравья раздавить. Есть ли какие-то, ну, скажем так, сигналы о том, что, ну, вот этот вот расчет, а он публично прямо открыт российской стороной, что, мол, давайте, американцы, надавите на Зеленского, что он сработает. Почему американцы, ввиду их положения сегодняшнего, вот в Иране, да, там же просто, там выходят на американском телевидении и говорят, F-15 сбили, но это значит Китай или США подсобили, а мы правда видим, раз, один самолет, потом другой самолет, и это только, это подтвержденные, скажем так, самолеты, там кто-то дотянул, кто-то не дотянул, тут, понимаете, произошел вообще слом какой-то. Нам рассказывали 2 недели точно, а там еще и 3, что смотрите, как классно летают израильские и американские самолеты над Ираном. Представляете, как классно? То есть они вообще всех уничтожили, все подавили, никакого ПВО. А сколько этих риперов, дорогущих беспилотников, тоже повалили иранцы? Все говорят, да там эти потери самолетов, там это Кувейт, ошибка. А ошибка ли был этот удар Кувейт, ну, дружественный огонь кувейтского военнослужащего, да? То есть тут сразу немножко как по-другому смотришь на эту историю, на эту картину. И положение дел достаточно, ну, такое, ну, шаткое, вы об этом говорили выше. Так в этот момент взять и надавить на Зеленского и принудить его к чему-то, да, к выходу из Донбасса. Сейчас, например, военные из вооруженных сил Украины публикуют, есть такой Алекс, да, его там читают много в Украине, на Донбассе, говорит, ну, Краматорск разбирают, причем разбирают похлеще Дружковки, то есть планомерно, то есть выносят, перелопачивают, и говорит, все, уже город, уже это не тот город, который будет. Так, а за что тогда держаться? Тут же есть вопрос, что это становится классный укрепрайон, разобранный город, как это всегда было по другим городам на Донбассе. Но другой же вопрос возникает, так, а что тогда держат? Ну, так все равно уже как бы разрушено, жизни там не будет, давайте как-то обменивать, торговаться, что-то придумывать. Почему у американцев нет этих рычагов на Зеленского, или они есть, но просто время не пришло? И сын Трампа, который с журналистом беседует о том, что Виткофу слили конкретные люди, конкретные эпизоды по коррупции, и Венс, который возглавил по мошенничеству структуру, и Трамп, который говорит, елки-палки, так вы Байдену деньги мыли, украинцы. Это все как бы соберется, в конце концов, в какую-то логическую цепочку. Дело в том, что Зеленский это монстр. Монстр, выращенный руками слабых, безвольных руководителей военно-политического блока. Дело в том, что когда человек слышал на протяжении 4 лет про красные линии, и ни одна из красных линий не сработала, даже захват территории Российской Федерации, Курщины, естественно, он оперился. То есть мы этого монстра взрастили сами. Естественно, он сидит у себя там в бункере и хохорчит. Говорит, так это ж дедушки ничего не могут. Они бессильные. Значит, мы продолжаем так, потому что у них будут внутриполитические проблемы очень серьезные. И они начинаются везде, по всей России. В том числе с тем, что эффективно войну ведут не с украинскими нацистами и не мстят за гибель почти 20 генералов, а эффективно ведут с Телеграмом борьбу, да? С VPN, с Ютубом. Ну, я здесь не хочу комментировать. По-моему, любому человеку понятно, что это не просто идиотизм, это
измена, глупость и саботаж. Как ты хочешь себя отрезать от миллиардной аудитории Телеграма? Нужно ли развивать национальный мессенджер свой? Конечно, нужно. Нужно ли же развивать свою военную связь на линии соприкосновения? Конечно, нужно. Может быть, нужно запрещать пользоваться какими-то вражескими инструментами, именно военным. Но в целом, в рамках страны, как можно вести борьбу, если весь малый и средний бизнес заточен на эти инстаграмы? Слушайте, у министерств всех российских страницы в инстаграме с пометкой «признан террористической». И вот они ведут борьбу эффективно, действительно, невозможно войти, когда они там включают белые списки, никуда. Я сам недавно был в Смоленске, столкнулся с этим. Они эффективно ведут борьбу. Но надо такую борьбу вести с украинскими нацистами. Но не с Телеграмом, где миллиардная аудитория, и где мы должны проводить свои нарративы. Нарративы, одновременно, значит, развивая свои национальные, конечно, мессенджеры. И вот Зеленский, к чему я это говорю? Он прекрасно понимает, что там ситуация сгущается, внутриполитическая. Экономика России может не выдержать. Но сейчас, слава богу, дали вот костыль, значит, этот иранский. Да? И вот эти 200 миллионов долларов в день на СВО, они перекрываются 150 миллионами долларов дополнительных доходов в день для российского бюджета. Но в целом, стратегически, коалиция из 50 стран, самых развитых стран мира, которая сейчас объединена в рамках коалиции Рамштайна, все равно нас пересидит. Не мы их железной задницей громыка, а они нас все равно пересидят. Значит, надо из этой ситуации выходить. Либо путем выхода на мирный трек, либо путем отстаивания русских национальных интересов в кратчайшие сроки ликвидировать украинский режим. Зеленский это все видит, что происходит. Зеленский увидел красные линии. Крымский мост, значит, флот, удары по НПЗ, значит, залет на территорию, взрывы танкеров, да, в зарубежных водах. До сих пор, вот мы говорим с вами про то, что технически что-то нельзя сделать. До сих пор судоходство из Одессы не заблокировано. До сих пор. Оттуда не должна выйти даже шлюпка. И это технически можно сделать. Но это не делается. Это не делается. Вот. И Зеленский это смотрит. И он превратился в такого, понимаете, терминатора. Он же еще и под веществами. А вы говорите, почему американцы не могут надавить? Потому что Зеленский, он уже тоже немножко в политике научился, значит, маневрировать. Вы посмотрите, даже какую коалицию он, да, значит, сколотил. Никто не ожидал от этого комика-гномика, что он создаст такую коалицию. И что он будет там чуть ли не самым популярным, узнаваемым лидером в мире. И он видит, что американцам, говорит, он думает, мне только полгода досидеть. Я еще раз повторяю, если не будет каких-то башен-близнецов и технологических ходов, конец и Трампу, и всей его команды мечты из зашитых алкоголиков, и наркоманов и сектантов. Конец. Там даже, понимаете, опрос проводили среди американских военнослужащих, 2/3 не поддерживают израильское лобби. Вот. И Зеленский это понимает. И поэтому он себя ведет, вот с точки зрения политической, он ведет себя сейчас грамотно. Ему тоже надо досидеть. Только нам надо досидеть непонятно до чего, когда истощится Европа, да? Но не истощится Европа. Будет печатать деньги без перерыва, будет инфляция у них не 4%, а 14%. Будут жить чуть-чуть хуже, как мы, например, да? Значит, стандартный немец, я имею в виду, перейдет его уровень жизни сначала к польскому, потом к нашему, допустим. Но, то есть, запас у них есть. То есть, сколько нам сидеть и пересидим ли, мы не знаем. Потому что в ноябре демократы придут, они ж будут по-другому вести себя.
А когда потопят Дональда еще через 2 года, они напечатают и откроют Зеленскому вообще, так сказать, все свои возможности финансовые. А вот Зеленскому надо подождать исключительно до ноября. И поэтому он и стал такой, скажем, неподконтрольный, стал дерзить. И у американцев на него нет рычага давления. Я имею в виду американцев, это команду Дональда. Вы же понимаете, что в Америке есть различные группы, корпорации, да? И даже Дональда связывают по рукам и ногам. Посмотрите, мечта у него была бальный зал, запретили до судебных разбирательств. То есть нельзя сказать, что там работает, как у нас. Вот президент сказал, и все делают. Там у него есть очень могущественные соперники и противники. И на них именно ориентируется Зеленский. Вот почему он стал такой борзый. Вот почему. Ну и, конечно, итоги за март. Впервые за все 4 года войны мы не взяли никакой территории. А даже, по-моему, 9 квадратных километров потеряли. Вот совокупность этого всего привело к тому, что этот монстр закоренел, заборзел и будет дальше создавать нам с вами проблемы. Ну, нам с вами почему? Потому что мы же тоже устали и тоже хотим мирной, спокойной жизни. И Ну, обмыться от этого всего, проснуться, как будто этого ничего не было. да, ну Но тут это уже есть. не получится. Последствия будут очень колоссальные, исходя из того, что понятно, что можно здесь как бы юморить, шутить. В американских соцсетях показывают кадры из «Титаника», да, где герой Ди Каприо — это Трамп, а вот это Роуз — это Нетаньяху, и то, что это все, собственно, как бы рушится у них. Но украинцам прям, прям вилы с этой мобилизацией. То, что сейчас происходит, этот лютый отлов, выставляется, я прям это вижу. То есть вместо того, чтобы взять эпизод, разобраться, там, наказать ТЦКшников, вообще применить к ним какие-то, да, вот меры, показательно, публично, успокоить народ, мы видим, что, в общем, ну, выставляют виноватым конкретно там, человека, который им сопротивляется, во многих случаях. Да. Во Львове даже таможенник убил ТЦКшника. Причем интересно, что на суде, ну, это стратегия, понятно, такая. Он говорит, я ничего не помню, потому что состояние эффекта. Они там оформляли свидетельство о рождении бабушки с братом младшим и пристали к младшему брату, а тот заступился за брата. Ну и, собственно, да, вот ножом в шею, в общем, вот так. А, И как бы все так это все выставляют, что мы там разберемся, мы это все прекратим с точки зрения там Федорова. Потом находятся голоса, говорят, а как вы хотели, а надо наоборот разрешить им еще и стрелять этим ЦКшникам. А посмотрели на убитого, а он не служил. Ну, то есть не воевал, имеется в виду, на передовой. Он там пограничное задание выполнял. Он и вообще родился в России, понимаете? То есть, ну, вот такая ситуация произошла. А каждый день ловят, бьют, вырывают у матерей, у детей этих мужиков, запихивают, толкают, отправляют вперед на вот эту вот молотиловку, на вот эту вот мясорубку. И это никто не видит. Ну, там, нарушать. Деньги дают деньги, то есть поддержку высказывают, приезжают, ходят по этой буче, там выступают, да, то есть заявляют в соцсетях, говорят, Зеленский, да, мы не отступим, будем тебе помогать, я имею в виду европейцев. Ну и как бы и нет конца и края. Но ведь по большому-то счету, рано-то или поздно люди должны закончиться. Ну или тогда наберут просто кого-то с других стран, и будут тут вот такие отряды доблестных колумбийцев, которые будут Запорожье защищать, о них там пишет местная власть. Демографический фактор вообще никто не учитывает. Почему? Или просто время не пришло? Или как это момент на отрезвление, когда с бодуна проснутся все, оглянутся, а тут как бы все плохо. А может и неплохо все, слушайте. Может и правду рассказывают пропаганда, что не переживайте. Ну,
не такие большие потери. И Зеленский прав, когда говорит вот эти... А кто там в кладбищах? Ну, на кладбищах лежит под флагами растущими. Ну, кого-то же там хоронят, прикручивают к этим военным. То есть не волнуйтесь, не так все плохо. Все в порядке. Будем воевать дальше. Ну, слушайте, вообще инициатором этой войны, англосаксам, которые ее развязали, финансирование, с момента еще печенек на Майдане, им надо было достичь свою цель. Стравить украинцев и русских, исходя из всех их политологических трудов, бжезинских и других политологов. Они это сделали. Они ослабили, истощили Россию. Даже если сейчас все остановится, ну, лет, наверное, 10, 15, 20 будем залечивать раны. Это не демографические. Демографические лет 50-100 придется залечивать. То есть они своих целей достигают. И если будет заморозка конфликта, к чему призывают некоторые российские политики, это вообще идеально для англосаксов. То есть эти истощены, заморожены, плюс остались со своими внутриполитическими проблемами. Этих в Украине вообще, значит, никого не осталось, а вся земля наша, редкоземы наши, море наше. Ну, то есть они как бы в полностью выигрышной ситуации. Поэтому все пока идет вот к этому варианту. И выйти из этого порочного круга нужна политическая воля. Эта политическая воля не обязательно должна быть с одной из сторон. Она может проявиться и с украинской стороны, политическая воля, чтобы выйти с этого замкнутого круга. Но для того, чтобы эта политическая воля не проявлялась, всех референтных людей нейтрализуют. И политических конкурентов просто убирают. Вот. Поэтому нам приходится все время выбирать из плохого и очень плохого. Такая же ситуация да, и в России, и в Украине. Поэтому, значит, если не произойдет какое-то чудо, вот понимаете, как всегда в истории, не откуда-то, там, знаете, там Минин, Пожарский, да, вот, и скинул поляков. Вот. Если какого-то чуда не произойдет, к сожалению, это придется наблюдать как минимум до 30-го года. Ну, почему до 30-го? Потому что в Российской Федерации это срок полномочий действующего руководства, а вся его команда, как я послушал, хочет переговоров уже с Зеленским. Вот. Ну, насколько я понял. Я не знаю, может, они через 2 недели, замерив и проведя зондаж общественного мнения в России в преддверии выборов в сентябре 2026 года, тоже скажут совсем противоположное. Мы это не имели в виду и так далее. Но сейчас вот эта вся команда не настроена на полную и окончательную победу. Соответственно, ну, в Украине ситуация такая же. Зеленский не будет проводить выборы ни Рады, ни себя самого, пока идет война и действует военное положение. Ну, юридически-то он и не может провести. Надо менять Конституцию. А Конституцию он никак юридически не может поменять, потому что голосов не будет. У него Так их даже сейчас... Да. так нет, да. Да, голосов даже сейчас нет. То есть до 30-го года, значит, будем с вами эфирить. Вот единственная хорошая новость. По субботам, по другим дням. Вот. Значит, пока так, как есть. Хотелось бы, конечно, в преддверии выходных зрителям пожелать всего самого доброго, хорошего и светлого. Но понимать, что до 30-го года мы будем с Александром, дай бог, эфирить. Да, Или, точнее, не дай бог, но на эту тему. да, друзья, спасибо большое за то, что поддерживаете. Ставьте лайки, пожалуйста. Юрий, благодарю за время и мысли. Спасибо всем большое за то, что реагируете, за то, что подписываетесь. Да, YouTube сейчас, конечно, ох,
расходился. Это правда. И не только тут речь о том, что вроде как белорусский калий убрали, а белорусские средства массовой информации ввели, я имею в виду санкции и ограничения, и удалили каналы с Ютуба. Ну и вообще, в принципе, да, мы видим, что ситуация закручивается, но это лечится только одним: вашей активностью, вашей вовлеченностью. Поэтому проверьте подписочку, поставьте лайк, колокольчик, напишите пару слов в комментариях. Это немножко приведет в чувство эту систему. Все равно коллективно и сообща можно выходить из-под блокировок, из-под вот этих, скажем так, одних и вторых блокировок с одной и с другой стороны. Давайте держаться вместе. Всем добра и света. Увидимся.